Ифа. 4-звездочный анема-персонаж из Натона, появившийся в версии 5.6 впервые. По сюжету он ветеринар Саурнов из клана Цветочного Пера. Добродушный и заботливый, но в бою способен раскрыться как универсальный саппорт-драйвер. Его особенности – умение совмещать постоянный анема-урон с поддержкой команды за счет лечения и увеличения урона рассеивания и реакции заряжен или лунная реакция заряженная. При использовании элементального навыка Ифа переходит в особое состояние и начинает стрелять так называемыми лекарственными выстрелами. Эти выстрелы наносят анема-урон и одновременно восстанавливают здоровье союзника при попадании, что позволяет атаковать и поддерживать отряд одновременно. Его взрыв стихии выпускает лечебное успокоительное, которое притягивает врагов, нанося анема урон по площади и может поглощать другие элементы, превращая их в дополнительный урон. Это делает его полезным не только как хиллера, но и как связующее звено в командах, играющих через реакции. Плюс еще в том, что когда Ифа летает, он находится в воздухе, он вешает метку на цель в виде крестика, видите? Эта метка взрывается и наносит урон поглощенного элемента. То есть, по сути, Ифой будет проще активировать разные реакции. То же самое делает ульта. Она, видите, поглощает и потом делает взрыв этим элементом. То есть, в командах, которые играют через реакции, будет проще играть с Ифой. Единственное, что эти команды должны быть командами, которые используют урон из кармана. То есть, это, например, Фурина, Синчу, Фишель, Арарон, ну, я думаю, вы поняли. Сянлин, например. То есть, Ифа, по сути, всегда находится на поле боя. Если говорить о сильных сторонах, Ифа дает постоянный урон через рассеивание, обеспечивая команде исцеление прямо в процессе боя. Немного контролирует врагов и крайне просто в освоении. Он отлично проявляет себя в командах через реакции Электрогидра и Дендра, особенно в отрядах на электрозаряд или лунный заряд. Но у Ифы есть и недостатки. Его лечение постепенное, а не мгновенное. И для комфортного использования требуется подбор правильных артефактов и оружия. По силе он уступает топовым 5-звездочным персонажам, вроде Казухи или той же Сахарозе. А чтобы раскрыть его потенциал полностью, нужны союзники, которые обеспечат постоянное взаимодействие с элементами. В итоге, Ифа – это доступный и гибкий саппорт, сочетающий в себе роль хиллера и драйвера реакций. Он прекрасно подойдет как и новичкам, так и опытным игрокам, которые собирают команды через реакции и хотят добавить в них универсального и удобного персонажа. Геймплей у Ифы несложный. Основная основа тут заключается в том, чтобы члены команды были те, кто могут наносить урон из кармана, то есть вне боя. Перед началом боя активируем все бафы, которые у вас есть, всех членов команды. И переключаемся на Ифу, используем его элементальный навык и, собственно, нажимаем атаковать и атакуем его, собственно. То есть тут ничего сложного. Наносится урон, рассеиваются элементы и все остальное. Как видите. Сейчас вот опять я покажу. Ульту его используем, когда она активна, чтобы слегка стянуть врагов. То есть это не супер стягивание, как у Казухи, или как у Сахарозы, или у того же Венти, например. Но полезным оно тоже может быть. Используем вот ульту. И опять элементальный навык. И атакуем цели, тем самым рассеиваем элементы и наносим урон. И, собственно, все. Как видите, геймплей у него несложный. Теперь давайте разберем, какое оружие лучше всего подойдет Ифе. Так как его урон и лечение напрямую зависят от мастерства стихий и возможности чаще активировать реакции, основная цель – увеличить показатели мастерства стихии, а также восполнение энергии для стабильного взрыва стихий. Лучшие 5-звездочные варианты. Сон солнечным утром. Сигнатурное оружие Мизуки. Оно напрямую увеличит и мастерство стихий и повышает эффективность поддержки, делая его универсальным выбором.
Другой вариант — сновидение тысячи ночей. Отличная альтернатива, дает огромные запасы мастерства стихий и дополнительно бафает союзников, что идеально подходит для команд через реакции. Хорошие 4-звездочные катализаторы. Церемониальные мемуары. Один из лучших бюджетных вариантов. Дает высокий бонус к мастерству стихий и пассивку, позволяющую чаще использовать элементальный навык, тем самым поддерживая и урон, и лечение. Морской атлас. Доступный крафтовый вариант, повышающий мастерство стихии и дает бонус к элементальному урону, что делает его надежным выбором для фри-то-плей игроков. Для новичков или в начале игры хорошей заменой будет 3-звездочное оружие, руководство по магии. Оно дает пассивное мастерство и увеличивает урон по врагам, находящимся под действием гидры и электроэлементов. С артефактами тут все намного проще. Оба варианта, по сути, являются вариантами саппорт. Изумрудная тень, она увеличивает урон самого ифы, плюс режет резисты к тому элементу, который участвовал в реакции, и увеличивает урон рассеивания. Второй вариант, который больше как саппорт подходит, это свиток Героя Сожженного Города, натуанский сет. И последний вариант тоже хороший, особенно если вам не хватает мастерства стихий. Это сет из Сумеру, позолоченные сны. В зависимости от состава команды он или увеличивает силу атаки, или увеличивает мастерство стихий. Тоже хороший вариант, по сути. Со статами тут еще даже проще, чем с артефактами. Ему все нужно на мастерство стихий, как и Мизуги, по сути. Часы мастерство, кубок мастерство и корона мастерство стихий. В сабстатах ищем мастерство стихий и восстановление энергии. И теперь команды. Лучший вариант — это где Ифа играется вместе с Арароном, плюс гидроперсонажа, чтобы активировать гидроэлектрокоманду. Плюс можно еще использовать Инефу, чтобы использовать лунный заряд. Ифа увеличит урон этой реакции еще вдобавок. У меня самой Инефы нету, но то есть можно вот поставить в этой команде вместо Синчу, например, Инефу, чтобы играть через эту реакцию. Также здесь можно еще использовать Фишель вместо Инефы, например, если у вас Инефы нету. И можно вдобавок поставить еще и Казуху. По сути, лучшим вариантом будет это Ифа, Ророн, Фурина, а уже последний слот изменять, как вам нравится, по сути. Или как вам удобнее будет взять. Сделать, точнее, если правильно сказать. И последний вариант — это через цветение. Команда через цветение. Здесь опять же у нас Ифа и Аророн будут вместе играть. Дальше это Фурина или Синчу. Ну или любой другой гидроперсонаж. Но Фурина и Синчу самые удобные, по сути. Можно Елан поставить, если вы хотите, или она у вас есть. И последний слот — это Дендра персонаж. Нахида будет в любом случае лучшим вариантом, но можно использовать Дендра ГГ, ну и любого, по сути, Дендра персонажа, особенно тех, которые из кармана могут Дендра урон наносить по-быстрому. И вроде бы с командами все. То есть это два варианта, в которых удобно использовать Ифу. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале или еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь, если есть с кем или где поделиться. И посмотрите другие видео на моем канале. Еще раз большое спасибо, увидимся в других моих видео.